Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара, и это видео мастер-класс по вязанию маленькой сумочки из одного мотка трикотажной пряжи. По размеру сумочка получается высотой 16 сантиметров и шириной 23 сантиметра. Все материалы для вязания сумки можно приобрести у нас в магазине. Ссылку я оставлю в описании под видео. Подписывайтесь на мой канал и смотрите другие интересные видео. Материалы: трикотажная пряжа Алтын, 1 моток, цепочка для сумки с вставками из бусин жемчуга, магнитная кнопка диаметром 18 мм, 2 колечка 20 мм и ткань для подкладки. Вначале трикотажную пряжу нужно размотать. И затем перед началом работы пряжу слегка растягиваем. Вяжем крючком номер 6. Набираем цепочку 14 воздушных петель. Далее вяжем первый ряд. Пропускаем первую петлю, вводим крючок за заднюю полупетельку второй петли и провязываем столбиками без накида 12 петель. Далее делаем прибавки. В последнюю петлю провязываем 3 столбика без накида в одно основание. Переходим на другую сторону, уводим крючок за 2 полупетельки, кончик нити придерживаем и прячем внутри петель, вяжем 12 столбиков без накида. У нас осталась последняя петля, в нее провязываем 3 столбика без накида в одно основание. Закрываем первый ряд. Итого по окружности ряда у нас должно получиться 30 петель. Вяжем второй ряд. От начала ряда провязываем 12 петель. При этом крючок вводим ровно в середину петли галочки и провязываем столбиками без накида. Далее переходим к прибавкам. Следующие 3 петли вяжем по 2 столбика без накида в каждую петлю.
Итого 6 петель. Переходим на другую сторону и провязываем 12 столбиков без накида. Далее в оставшиеся 3 петли делаем прибавки по 2 столбика без накида в каждую петлю. Итого 6 петель. Закрываем второй ряд. По окружности у нас должно быть 36 петель. Вяжем последний, третий ряд. От начала ряда провязываем 12 столбиков без накида. Переходим к прибавкам. Вяжем двойная, одинарная, двойная, одинарная, двойная. Итого делаем 3 прибавки, чередуем их через одну одинарную петлю. Продолжаем, вяжем 13 столбиков без накида. И далее делаем прибавки. Двойная, одинарная, двойная, одинарная, двойная, одинарная. Также 3 прибавки чередуем через одну одинарную петлю и заканчиваем ряд одной одинарной петлей. Закрываем третий ряд. По окружности получается 42 петли. Немного иначе закрываем ряд, вводим крючок, раскалываем петлю пополам, одеваем петлю на крючок и провязываем первую петельку. Переходим к стенкам сумки и здесь вводим крючок, оставляем одну полупетлю снаружи. И так продолжаем вязать, провязываем все 42 петли. Так мы с вами продолжаем вязать по всей окружности до конца ряда. Заканчиваем этот ряд, и как мы видим, здесь у нас уже видны стенки сумки. Закрываем этот ряд точно так же, как предыдущие. Точно так же вяжем еще один ряд 42 столбика без накида узором галочки. Здесь вводим крючок в середину петли галочки и так продолжаем вязать до конца ряда.
Далее мы будем с вами вязать петли узора, поэтому немного иначе закрываем ряд. Раскалываем петлю пополам, одеваем петлю на крючок и провязываем первую петельку воздушной петлей. Далее мы будем с вами вязать узор, поэтому крючок вводим в петлю, которая находится ниже места соединения. Вытягиваем петельку, не слишком длинную, но и не короткую. И старайтесь также захватывать нить таким образом, чтобы скрутка нити смотрела вовнутрь петли. Итак, мы провязываем с вами 3 петли на 3 ряда ниже. На крючке 4 петли. Берем нижнюю петельку и протягиваем ее через 3 петли. Делаем одну воздушную петлю. Затем опять вводим крючок в 3 петли. И далее вводим крючок в следующую петлю внизу. Вытягиваем еще одну длинную петлю через 3 петли на крючке. Вяжем столбик без накида. И вот это у нас готовый первый раппорт нашего узора. Итак, мы видим, что раппорт узора состоит из 2 петель. Следующие 2 петли мы вяжем следующий раппорт. За одну полупетлю вытягиваем первую петлю, ниже вторую, еще ниже третью и на самом донышке сумки четвертую. Итак, на крючке у нас 5 петель. Теперь протягиваем нижнюю петлю через 3 петли и верхняя остается на крючке. Вяжем столбик без накида. Опять вводим крючок в эти 3 петли и внизу в следующую петлю. Вытягиваем одну петельку через 3 петли и провязываем столбик без накида. Так мы продолжаем с вами вязать далее. Продолжаем вяжем до конца ряда. Должно получиться всего 21 раппорт узора. Мы закончили. Связали 21 раппорт узора. Вот здесь у нас последний раппорт, и теперь нам нужно закрыть этот ряд. Закрываем этот ряд точно так же, как все предыдущие ряды. Далее вяжем обычными столбиками без накида узором галочки 42 петли. И вот так мы продолжаем вяжем до конца ряда. Заканчиваем ряд, закрываем последнюю петельку. Опять обычным способом делаем закрытие и вяжем еще один ряд
узором галочки 42 петли. Продолжаем вязать до конца ряда. В следующем ряду мы опять с вами вяжем узор. Заводим петлю на изнаночную сторону, затем раскалываем петлю пополам, одеваем петлю на крючок и вяжем одну воздушную петельку. Поправляем скрутку нити, чтобы при формировании петли она смотрела вовнутрь петли. И вот над этим раппортом мы вяжем новый раппорт узора. 1, 2, 3 петли. При вязании первого раппорта могут возникнуть сложности с провязыванием вот этих петель, но это только в первом раппорте. Все остальные раппорты вяжутся уже гораздо легче. Как видите, здесь у нас маленькое отличие в том, что мы делаем вот так воздушную петлю. Во всех остальных раппортах мы вяжем столбики без накида. И провязываем вторую петлю этого раппорта. Теперь над следующим раппортом мы вяжем верхний раппорт. И давайте вместе свяжем еще один раппорт. Итак, мы с вами продолжаем вязать по всей окружности до конца ряда 21 раппорт. Мы закончили этот ряд. Вот такая у нас красивая получается сумочка. Теперь нам нужно закрыть этот ряд. И далее мы будем с вами просто повторять. Вяжем 2 ряда столбиками без накида, затем 1 ряд узора. И всего в высоту вяжем 5 рядов узора. Это как раз то, насколько хватает одного мотка. Мы закончили, связали 5 рядов узора. Давайте посчитаем вместе. 1, 2, 3, 4, 5. И вот столько нитки у меня осталось от мотка пряжи. Далее вяжем последний ряд. Мы его вяжем соединительными столбиками. Заводим петельку на изнаночную сторону, слегка подтягиваем, затем раскалываем петлю пополам, одеваем петлю на крючок и делаем соединительный столбик. В следующую петлю вводим крючок за одну полупетельку и вяжем соединительный столбик. И так продолжаем вязать до конца ряда.
Мы закончили с вами, связали последний ряд. И у меня остался короткий кончик нити, который я не отрезаю, просто вытягиваю его. И последнюю петельку формируем с помощью тонкого крючка номер 4. Теперь кончик нити можем отрезать и спрятать его внутри петель последнего ряда. И на этом заканчивается основная часть мастер-класса по вязанию сумки. Далее мы будем уже пришивать магнитную кнопочку и подкладку в сумку. Давайте посмотрим. Вот здесь у нас проходил шов. Снаружи его вообще не видно. Магнитную кнопку я пришиваю прозрачной нейлоновой нитью. Также она еще называется мононить. Можно купить ее в любом швейном отделе, где продаются обычные швейные нитки. Прикладываем кнопочку ровно посередине сумки и пришиваем с двух сторон. Давайте измерим нашу сумочку. Высота 16 сантиметров и ширина 23 сантиметра. Для пошива подкладки измеряем сумку изнутри. Общая высота 28 сантиметров и плюс 2 сантиметра на швы, итого 30 сантиметров. Ширина внутри 22 сантиметра плюс 2 сантиметра на швы, итого 24 сантиметра. Беру ткань, вырезаю из нее прямоугольник таким размером, какой должна быть наша подкладка. Ширина 24 и длина 30. Складываем пополам, лицевой стороной вовнутрь и прошиваем по 1 сантиметру слева и справа. Теперь выделяем углы и затем измеряем ширину донышка и точно такую же ширину определяем на уголках и прошиваем эти места. И осталась последняя часть. Отгибаем вверх подкладки на 1 сантиметр и прошиваем. Теперь вкладываем подкладку внутрь сумочки и подкалываем иголками.
Берем швейную нитку такого же цвета, как пряжа, и пришиваем подкладку к сумочке вручную. Осталось только прикрепить колечки к сумке и цепочку. С двух сторон по бокам сумки прикрепляем кольца. С этой стороны у меня получилось, что колечко я вдеваю в петли раппорта узора, с другой стороны на две крайние петли из двух разных раппортов. В принципе, это не важно, на каких петлях будут находиться кольца. Самое главное, чтобы они находились симметрично напротив друг друга. И к колечкам прикрепляем цепочку. И вот наша сумочка полностью готова. Вот такая красивая небольшая сумочка у нас получилась из одного мотка пряжи. Сумка хорошо держит форму за счет плотности своего узора. Я желаю вам приятного вязания. Отмечайте меня на ваших работах в инстаграме. Мой аккаунт Нитка KZ. Также подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!